Всем привет! Давайте разберем такую интересную статью Уголовного кодекса, как статья 128.1 «Клевета». Читаю. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 160 часов. Клевета, пункт 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующем произведении, средствах массовой информации, включая сеть интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается штрафом, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Клевета с использованием служебного положения, 3 пункт. Клевета, 4. О том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, есть такой 4 пункт. 5 пункт. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности, либо тяжкого или особо тяжкого преступления за срок до 5 лет. Так, давайте попробуем разбираться. Если в моем составе, в моих действиях состав статьи 128.1 есть участковый уполномоченный Тамукай Сергей Казбекович, который напечатал похожие до сохранения грамматических ошибок показания моих соседей в горячем ключе Краснодарского края в отношении обстоятельств, как потом оказалось, поджога моего дома. Вначале речь шла о пожаре. Эти показания совпадают по количеству ошибок, по тем, какие ошибки совершены, грамматические, по оборотам. Даже сохранено лицо. То есть мужчина говорит о себе в женском лице. Я про Сергея Фенько, Ольховая 10. То есть, по сути, это то, что называется напечатанный под копирку свидетельские показания, которые Сергей Казбекович Тамукай, участковый уполномоченный отдела МВД России по городу Горячий Ключ, предложил подписать моим соседям. Я считаю, что речь идет о фальсификации, фабрикации, если хотите, свидетельских показаний. Потому что соседи, не могут они, понимаете, ошибаться грамматически все одинаково. Да, подписи, возможно, все оригинальные. Но не может Сергей Фенько из Ольховой 10, дома Ольховой 10, говорить о себе в женском роде. Как появились эти одинаковые до степени смешения показания? Вот скажите мне, есть в составе моих вот этих вот рассуждений клевета или нет? Как вы думаете? Или просто я задаюсь логичными вопросами? Почему мои соседи не смогли выразить свою точку зрения об обстоятельствах пожара своими словами, а все как один заявляли о том, что это короткое замыкание, что они не знают о том, как устроен дом внутри. Что на самом деле ложь. Потому что Сергей Фенько был у меня внутри дома и конкретно был на 2 и 3 этаже, там, где, собственно говоря, пожар и начался.
и он видел, что там идет стройка, что там нету электропроводки, а он в своих свидетельских показаниях пишет о том, что не был, не знал, не состоял, никогда не был в моем доме. Плавно переходим к другой статье. Но пока мы не перешли, я вас прошу подписаться на меня, поставить мне лайк или дизлайк, если я вам не нравлюсь. Допустим, вам не нравится качество звука, ставьте дизлайк. Главное, напишите комментарий. На любые комментарии я отвечаю. И с критикой того, как я плохо выгляжу, и с критикой того, что я картавлю, и с критикой того, что я плохой звук записал к видео. На любую критику я, кроме матерной и оскорбительной, с пониманием отношусь и стараюсь отвечать. Мне очень важны ваши комментарии. Но если можете, поддержите меня на таких платформах. Те, кто в России, может меня поддержать на Бусти. У кого есть карточка казахского банка или киргизского, может поддержать меня на Buy Me Coffee. Европейцы могут поддержать меня на Патреоне. Или стать моим подписчиком на YouTube, прочитать посмотреть, вернее, эксклюзивный контент на YouTube. Я записываю иногда супер эксклюзивные ролики для тех, кто является моим подписчиком на YouTube. С максимально детальной и полезной информацией. Итак, идем дальше. Статья 307 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Первое. Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего, либо заключение или показания эксперта, показания специалиста, равно заведомо неправильный перевод в суде, либо в ходе досудебного производства. Наказывается штрафом, либо арестом на срок до 3 месяцев. Те же деяния, соединения с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на тот же срок, то есть 3 месяца. Но давайте разбираться. Заведомо ложные показания. Вот я признан потерпевшим по делу о поджоге. Я говорю о том, что есть в горячем ключе люди, которые имели со мной длительный конфликт. Есть люди, например, Александр Чапля с улицы Горной, который публично заявлял в социальных сетях, в частности в группе в WhatsApp, о том, что дома панаехов, так называемых, нужно сжигать. И по этому поводу был скандал с ними. С Чапли дискутировали в WhatsApp. Более того, Чапля делал ремонт в моем доме. Он знает, как обстроен мой дом внутри. И он мне говорил о том, что в случае какой-то заварухи ваши дома будут гореть первые. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, есть ложные показания в том, что я предлагаю полицейским опросить в качестве возможного подозреваемого Александра Васильевича, по-моему, Чаплю? Человек публично говорил о том, что понаехав дома будут поджигаться местными жителями. И вот мой дом сгорел, в котором Чапля был неоднократно, куда он приходил, он был на всех этажах, он знал, как туда зайти со стороны леса. Человек несколько месяцев делал внутри ремонт и живет на соседней улице. И имел неприязненное ко мне отношение. Не только он один. Я жду ваших комментариев. Еще пример. Я говорю, что виновниками экологического преступления в горячем ключе являются руководители водоканала и администрации горячего ключа. Потому что колодец водоканала, из которого фекалиями затапливают поля, и потом эта река из фекалий попадает в реку Псикупс, колодец принадлежит водоканалу.
что документально установлено, это все знают, он на кадастровой карте виден. Это заведомо ложные показания, 307 статья, или это статья 128.1, клевета, или ни то и ни другое. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, подпадают мои действия под состав клеветы или заведомо ложных показаний. Ну вот. Маленький разбор этих двух статей, но насколько я помню, у меня был опыт. На близкого родственника была осуществлена публикация в сети интернет. Мы обращались в суд с заявлением в полицию с заявлением о клевете на тех, кто разместил эту публикацию в интернете. После долгого обмена отписками нам отказали в возбуждении уголовного дела. Хотя решения суда не было. И, соответственно, когда человек, разместивший информацию, утверждал определенные обстоятельства в отношении моего близкого родственника, решение суда их опровергли. То есть, на самом деле, ничего того, что было в публикации, не подтвердилось. Но полиция отказала в возбуждении по клевете. К вопросу о том, что этими статьями, клеветой и заведомо ложными показаниями запугивают людей, даже потерпевших. Но в моей практике я знаю, что эти статьи, по крайней мере клевета, не работают. Всем пока, подписывайтесь на меня.